Меня зовут Арнольд. Я родился в городе, где нет метро. С рождения мне была поставлена слишком высокая планка. Я посетил более 35 стран, сменил 17 автомобилей, реализовал 7 бизнес-проектов, успешно завершил 10 избирательных кампаний. И когда передо мной встал выбор стать депутатом или завести свой YouTube-канал, у меня было уже 17 машин. Следующая машина — это прям совершеннолетие. Соответственно, я решил начать с чистого листа. И ищу себе машину, которая будет подобать моему духу. Вот этот дизельный зверек просто заполонил все мое пространство. Я несколько месяцев назад увидел его впервые в одном из сервисов. Потом он мне попался просто на одной из досок объявлений. Я когда прочитал, что в эту машину входит, я просто охерел. Эта машина для того, чтобы унижать. Владелец этой машины сказал, что если я ее разложу, я ее куплю. Поехали. Будет большим грехом, если я не расскажу про этого дизельного хорька и его технических характеристиках. Я не очень сильно разбираюсь в этом, я не Эльдар Автоподбор, но я вам сейчас покажу. Самое главное сердце этой машины — это вот этот двигатель. Здесь когда-то стоял обычный 2-литровый дизель, но владелец решил из него сделать Stage 1, Stage 2, ему его не хватило. Он его взял просто и выкинул. Следующим пошел в оборот это М57ТУ2 дизельный мотор, он же знаком как 335 дизель. Его ставили на Е71 кузов, Е70 кузов, Е90, Е60 кузов, это самые там первые поколения. Это двигатель, которому присобачили просто неимоверную турбину. Я даже не знаю ее название, но я знаю, что это гибридная трехкрыльчатая турбина, которая под заказ делалась в Польше. Сколько такая турбина может стоить на сегодняшний день с учетом сегодняшнего курса, я представить себе не могу. Но это явно больше, чем хуй знает, чем что. Ну, реально, это стоит очень больших денег. Здесь поставлены интеркулеры от Wagner. Wagner — это самые, наверное, лучшие интеркулеры. Этот мотор сейчас выдает в средних настройках 550 лошадиных сил и 1200 момента, ебаный рот. В общем, технически я про эту машину рассказывать больше не буду. Лучше посмотрите, как она чувствует себя на дороге. Блогеры задали просто нереальную планку. На сегодняшний день они покупают себе, блядь, Lamborghini, Ferrari, все такие пафосные, крутые. А тут какой-то пацан на трешке подъезжает и рвет их. Вообще, если брать историю этой машины, она не проигрывала на Минке за 3 сезона ни одному. И, как говорит владелец, больше всего был в шоке армянин, который ехал на C63 в новом кузове. На Stage 2, где-то там 750 плюс сил. Он вышел такой: братан, все BMW говно, твоя охуенная. Эта машина сейчас продается. И ценник озвучили в 1 900 000 рублей. Всего 1 900 000. Чувак, который строил эту машину, он просто фанатично дрочил на нее. Он въебал в нее 5 миллионов. 5 мультов, понимаете? И что здесь осталось? Кузов остался просто обычная старая будка. Но все, что здесь видите, здесь все абсолютно стоит новое. Вся подкапотчина. И помимо этого, давайте посмотрим. Вот эти фары, они сделаны в новый стиль. Фары стоят порядка 250 000. Изначально он пытался сделать подешевле, они ему вышли в 130 000, но потом он их дорабатывал. Следующее, обвес полностью стоит от М-ки, потому что реально нужно охлаждать всю систему, а не просто вот эти накладки от M-Performance. Сюда установлены были крылья от М3, поставлен капот,
Хотя здесь этот капот не нужен. Сделали зеркала под М3, варили даже задние крылья. Здесь были отрезаны крылья и варены новые крылья от М3. Поехали. Меня развернуло. Пацаны аж тормознули. Фу, это было жесть. Я привык, что я ездил на BMW 7 и на 5 на своей, но ее жопу так никогда не вело. Фух. Реально, эта машина дарит такие эмоции, я просто не представляю, как это передать вам. Когда я собирался покупать себе машину, BMW, впервые 5 лет назад это было, я думал, что она будет давать именно эти эмоции. Но сейчас я понимаю, что настоящая BMW это вот это. Вы просто смотрите, как реагируют люди вокруг. Почему никак? Сзади мы закоптили просто, сзади сними. Сзади мы закоптили чуваков. Сидят, прутся. Все хорошо, но это не настоящая М-ка. Настоящая М-ка сейчас. Вот она, родненькая. Это настоящая BMW M3 в кузове E92. Точнее, это кузов E93, потому что здесь кабриолет. Кайфово. Сейчас бы где-нибудь оказаться в Ницце. Рядом тут жена, конечно, жена. Не настолько зажравшийся блогер, честно. Я впервые сижу за рулем М-ки. А еще М-ка, которая дооснащенная. Здесь всем знакомый V8 стоит. Это последняя атмосферная настоящая BMW. Но здесь установили компрессор G-Power. Если эта машина до 4000 оборотов будет идти спокойно, предсказуемо, то после 4000 оборотов ты ее не поймаешь. Ты даже не угадаешь, куда она полетит. На ней я хочу прокатиться с кайфом, с наслаждением. Иногда чуть-чуть подать газку, ведь мы едем на прекрасном кабриолете. Ну, та машина, если она даст газу, она остановит МКАД. Просто посмотрите. И все говорят мне, что эта машина что, ей уже пора на небеса. Это же BMW, она вся разваливается. А что у него из выхлопной трубы? Да ебаный рот, у машины 550 лошадей, вы чё? Там просто удален весь сажевый фильтр, установлен даунпайпы и прямой выхлоп. У него ТНВД стоит от Форда 6,8 литров. Вы представляете, какой там впрыск топлива идет? Но мы сейчас аристократично едем на BMW M3 кабриолет. В очень мягком, хорошем режиме. Ну и что они нам сигналят? Жопа вся в мазуте. А у BMW M3 такого нет. В общем, короче, вот эти ребята, Кирилл, это их две машины, они их продают сейчас. Ауфу! Ауф!
Все мои волки кричат ауф. Ребята из Автостор 77 просто дали 2 машины, чтобы я их сравнил, покатался и решил для себя, нужно мне это или нет. Этот кабриолет М3 стоит вроде бы 2100, и вот этот хомяк кастомный стоит 1 900 000. Это очень дешевая цена, с учетом, что в машину вложили 5 мультов. И вы представляете, сколько стоила эта М3 в свое время. Не нужна мне такая тачка. В этой машине было бы все идеально, если бы она не была купе. Мне некуда положить коляску, мне некуда поставить автокресло. А я человек семейный, у моей дочке 4 месяца. Поэтому я купил себе новую тачку. Я обещал, что лучший комментарий к моему первому видео получит 1000 рублей. Но это будет мое субъективное мнение, так что лучше давайте запустим рандомайзер и выявим лучшего победителя. Вставляю ссылочку на видео. Давайте выберем комментарий. Все, и мне повезет. И будем смотреть. Вот комментарии отбираются. 64 комментария. Вот. Ардеко. Круто, здорово, с удовольствием посмотрел, от души желаю силы и мотивацию. Делай контент дальше. Поздравляю, Ардеко. Оставьте ссылочку на свой инстаграм, и я отправлю вам деньги. И, кстати, чтобы было веселее, давайте поддержим это видео, поставим лайк, подпишемся и оставляйте комментарии.